Всем привет! Кто подписан на мой инстаграм, тот знает, что я нахожусь в положении. И в школе для будущих мам я узнала, что вот такие вот игрушки для детей делают, которые называются комфортеры для новорожденных. И решила сделать свой. Параметры вы сейчас видели. Шила я гуся своего из ткани, которая называется муслин. Наполнитель я использовала из икеевской подушки. Мне кажется, это самый бюджетный вариант наполнения будет. Вот. Также потребовались нитки, булавки, иголки, естественно. Я шила на машинке, но вы можете шить и руками. Ножницы, карандаши и выкройка, которую я тоже сделала сама. И вас призываю тоже сделать самим выкройки и даже размер подобрать такой, какой вам будет лучше. Но покажу свою выкройку и свои параметры. Когда я начинала рисовать выкройку, начала именно с туловища, ну и потом все остальные ключевые части, естественно, добавились. На туловище у меня вот такие имеет параметры, то есть сколько сантиметров, 3, да, то есть это половинка. Когда я обводила, я делала это напополам ткани, чтобы у меня был цельный потом передняя и задняя, да. Можете увидеть все сантиметры, которые я показываю. Далее я нарисовала крыло. И вот долго там думала, как сделать, видите, линии намечены. Но сейчас вы также можете увидеть сантиметры, как, где, что я обозначала, и прочертить точно такие же. Я прям это делала на цельном листе, потом отрезала от туловища это крыло. После крыла я приступила к ноге. Тоже ее вниз рисовала на цельном картоне. Здесь видны тоже сантиметры. Просто сделала отступы по 0,5, вот так вот соединила, и получилось все как и есть. И здесь у нас получается по 3 сантиметра. Вот это вот ширина ножки самой. Так, здесь произвольные, да, то есть это сами как нарисуете. Далее, как голову делать, это получается 3 сантиметра, если у меня вверху, то полностью это 6. Потом циркулем прочертила полукруг и там дорисовала уже от руки. И это клювик. У меня получилось тут 1,5 сантиметра. Получается цельный клювик 3 сантиметра. Вот так вот я его подогнула, и он будет вот так вот выглядеть. Понимаю, что может быть максимально все сумбурно и непонятно, но не могу предоставить вам готовые выкройки, потому что не знаю, где ее начертить, так как у меня начерчено. Вот. Теперь нам нужно правильно все вырезать. То есть я вот вырезаю туловище, у меня должно быть их 2. Делала это все на ткани, которую сложила пополам, чтобы не нужно было, да, прошивать вот место, где середина брюха или спины была бы. Когда вырезали эту часть, потом я вырезала также, согнув ткань, крылышки, 2 крыла. Ну, естественно, на изнаночной стороне я вырезала это все с припусками по 0,5 сантиметров. Где-то их достаточно. Вот, припуски, не забывайте. Далее ножки также вырезала. Пока что вот так вот, тоже на согнутой ткани, но потом будем прорезать, потому что нам нужно будет наполнять 2 ножки, естественно, голова. Также я, получается, видите, согнула ткань, и вот эту вот боковую часть я не буду прошивать уже. У меня все готово. И клювик. Тоже здесь я еще не отрезала, но по ходу покажу вам, где что буду отрезать и как буду прошивать. Начинаем все прошивать сверху, и сначала клювик наш. Сейчас вот отрезаю. У меня получается 2 треугольничка. И по бокам, да, начинаю прошивать. То есть внизу не прошиваю основание треугольника, только бока. Вот видите, я прошила. Выворачиваю. Вы можете прошивать на руках, не обязательно на машинке швейной. Вывернули наш клювик. И сейчас беру немного наполнителя, прям вот совсем чуть-чуть, чтобы не сильно там у нас клюв был большой, и наполняю его. Так, вот клювик загнуть нужно, да, я подшила еще его с другой стороны, чтобы никуда ничего у меня не ускакало. И сейчас его вложить нужно вовнутрь, как бы, потому что мы голову будем выворачивать, и поэтому его нужно будет пришить таким образом, как я показываю. Вот я его закрепила,
Сейчас посмотрите, видите, мы когда вывернем, то он у нас как раз будет торчать куда нам нужно. И мы все с вами, и крылья, и ноги будем вовнутрь как бы пришивать, потому что потом будем выворачивать, и все должно с лицевой стороны у нас получиться. Сейчас просто прошиваем нашу голову, да, не прошиваем внизу. Здесь я показала, что я подшила. Вот, голову я уже прошила. Также выворачиваю ее и добавляю наполнителя тоже чуть-чуть, то есть не то, чтобы она там была супер большой. И еще на этом этапе можно, например, когда еще нет наполнителя, сразу сделать глазик. Это я просто прошивала черными нитками, какой угодно, с одной или с двух сторон, у меня с одной. Я просто забыла про него и потом доделывала. Но смотрите, голова выходит тоже очень классная, просто чуть-чуть наполнителя. Далее переходим к крылышкам нашим и сначала проходим на машинке вот эту боковую самую длинную часть не проходим. Проходим только вот эти, которые идут такими изгибами, да. И ножки тоже. Вот сейчас я отрезаю и прохожу по ножкам, по тому, где у меня нарисовано. Тоже не прохожу по верхней части, которую отрезала, да, как раз таки потому, что мы будем ее наполнять. Вот у нас получились 2 крылышка, я их прошила, и 2 ножки тоже. Будем добавлять наполнители чуть-чуть, то есть, да, не прям чтобы у нас стояла игрушка, но если хочется, то да. Если это комфортер, да, то я так поняла, что они не должны быть прям такими стоячими, это должна быть мягкая какая-то такая полумягкая, легкая штучка. Выворачиваем наши крылышки и ножки, можно это делать с помощью карандаша, вывернуть вот эти уголки, которые не выворачиваются вот таким образом. Вот, и наполняем их. Как я уже сказала, забыла про глазик, но вот на этом этапе вышла, достала наполнитель и вышила, а потом обратно его завернула. С одной стороны мне захотелось сделать глазик, со второй стороны у меня будет спинка. Вы как пожелаете. И обратно возвращаю наполнитель. Далее каждую запчасть я вот так вот подшила, чтобы у меня не вываливался, знаете, наполнитель, и потом я еще приметываю это все к туловищу, чтобы мне было легче прошивать. Я так прошила вот низ головы, потом крылышек там прошила, вот где они, да, и у ножек точно так же. Сейчас нужно все располагать, да, но пришивать все лучше постепенно. Сначала голова вкладываем вовнутрь, как-то я вам и говорила, чтобы, когда мы вывернули, все смотрело в правильные стороны. Прошиваем сверху голову, потом складываем крылышки, также вовнутрь. Здесь аккуратно, чтобы там ничего лишнего не пришилось. Но я буду все приметывать постепенно. Вот, сначала начну с головы, естественно. Вот, голову я пришила, сделала одну линию, строчку. Видите, потрясающе просто выходит, так как я еще и все приметала, все ровно прошила, и вообще отлично получилось. То же самое проделываем с крылышками, как я уже сказала, аккуратно, только когда будете вот с левой стороны пришивать, там вот клюв торчит слишком сильно, вы его контролируете, чтобы не пришить его случайно крылышком. Крылышки тоже пришиты, сделала 2 строчки, да, вот выворачиваем, смотрим на наш этап. Супер, вообще отлично выглядит, и остаются только ножки. Ножки нужно, тут только не ошибитесь, потому что я в первый раз ошиблась, но для начала выверните все. Выверните ножки также, положите вовнутрь, отступив там нужное расстояние вам, да. Складываем вовнутрь, я сначала и булавками закрепила, потом пришила. И все точно. В первый раз я сделала все неверно, но во второй все случилось так, как нужно. Не забывайте, все складываем вовнутрь, потому что потом вывернем, и все будет. У меня просто получилось все не так. И прошиваем сейчас вот как бы наш бочок, а вот один бочок не прошиваем. Один бочок прошиваем, проходим, а второй оставляем дырочку, чтобы вывернуть как раз-таки все и еще добавить наполнителя.
Вывернули. Теперь добавляем наполнителя, но также вот немного, да, то есть у меня игрушка такая, как я уже говорила, я везде так чуть-чуть наполнителя этого добавляю. И далее мы с вами вот этот бачок должны будем прошить. Я прошивала руками потайным швом. Я вам оставлю под видео и здесь подсказку у женщины, у которой я посмотрела его на ютубе. А еще можно, например, так вот сложить и здесь просто прострочить на машинке. То есть это будет такой лицевой шовчик, да. Ну, можно либо так на машинке, либо лучше потайным. Ну, мне кажется, лучше потайным. Я оставлю на него ссылки. И все. Посмотрите, вот такой шовчик потайной получился. Мне кажется, вполне даже хорошо. Комфортер готов. Я безумно рада и счастлива. Мне очень нравится. Надеюсь, моему будущему малышу тоже понравится. Подписывайтесь на мой канал. Хоть у меня и про макраме, но иногда мне чего-то хочется не только макрамешного, но и швейного, и вязаного. В общем, творчество мне очень помогает и очень нравится. Буду рада вашим комментариям и до новых видео. Пока-пока.